Доброго дня, вечера или ночи. Кому что нравится, выбирайте сами. Добро пожаловать на мой канал. Данный канал посвящен сборке игровых ПК и немножечко 3D печати. Сегодня я буду собирать игровой ПК в корпусе от Thermaltake, который очень сильно напоминает корпус от 3D принтера. Наверное, те, кто смотрит мои видео регулярно, спросят, а двухканальный режим выйдет сегодня погулять? Ответ вы узнаете по ходу видео. Ну а пока ставьте что-нибудь на печать, мы начинаем. Внимание! Все цены актуальны только на дату выхода видео. А первым нас встречает Башня 200 снежное издание от компании Thermaltake. Прикольно звучит, снежное издание. Вау. Можно было просто написать белый. Изначально я хотел купить башню 100, но опыт вот этого видео мне подсказывал, что этого лучше не делать. Отличие соточки от двухсоточки в размере: сотка меньше, а значит внутри будет очень мало места. Компактные корпусы — это не мое. Самое забавное, что двухсотка стоит дешевле. Довольно-таки порядочно. По мне так выбор очевиден. Что там по сборке в данном корпусе? Да все отлично. Панели снимаются легко, ко всему есть доступ. Места достаточно, не сказать, что много, но этого хватает. На вид корпус вроде бы окей, но немного напоминает 3D принтер. В плане охлаждения все нормально, главное правильно поставить вентиляторы. Просто видел фотографии, как люди зачем-то переворачивали верхние вентиляторы, чтобы они дули вниз. Зачем и для чего, вообще непонятно. Физику вы же не обманете, теплый воздух все равно идет наверх. Тут, как всегда, 7500F, я думаю, можно не объяснять почему. Эта материнская плата носит название «Ночной дьявол». А знаете почему? Потому что я собирал комп почти под ночь, и эта плата не запустилась. Так что мне пришлось искать какой-то другой вариант. Благо, что этот вариант был у меня в наличии и никуда не пришлось ехать. Ночного дьявола вы еще увидите. Он будет на протяжении всего видео, так как большая часть материала отснята именно с ним. А переснимать все то же самое с новой материнской платой в 2 часа ночи было, мягко сказать, лень. Если что, такую рамку покупать не обязательно. Лично мне нравится, я покупаю. Не стал ничего выдумывать, решил купить просто обычную белую башню. Как говорится, дешево и сердито. Вот сейчас, монтируя видео, сижу и думаю, что можно было купить вот такой вентилятор. У него на корпусе есть циферблат, который показывает число оборотов в минуту. Думаю, выглядел бы он неплохо. Также есть вот такой вариант. В данной сборке он выглядел бы еще лучше. В общем, хорошая идея для какой-то будущей сборки. На фоне новостей о том, что Google разработала новый алгоритм сжатия памяти для ИИ, я пока что не наблюдаю какого-то снижения цен на накопители или оперативную память. По крайней мере, в России цены все такие же. Извините, но двухканальный режим сегодня не выйдет погулять. Данный ПК я собирал в начале года, а там цены были такие себе, поэтому я купил только одну планку. Сейчас цены немножечко получше, оперативная память подешевела на 1500–2000 рублей. Но все еще дорогая. Производители вентиляторов разные, но на вид они примерно одинаковые. Также не забываем и про RGB контроллер. У этого корпуса очень странное описание. Везде указано, что к нему подходят платы только Mini ITX. Как вы уже поняли, в этот корпус можно поставить и Micro ITX. Даже больше, в самом корпусе есть отверстие, куда можно вкрутить пеньки для материнской платы. И по длине она тоже спокойно помещается. Конечно, она не так элегантно выглядит, как Mini ITX, зато стоит дешевле. Данный блок я покупал в начале года, и цена у него была примерно 3800 рублей. Для такой цены это хороший бюджетный блок. Но сейчас его ценник выше. Не 3800, а почти 5000 рублей. Местами и больше. По такой цене я бы его вряд ли купил.
У такого необычного корпуса и крепление блока питания тоже будет необычное. Но проблем с установкой быть не должно. С момента покупки данная видеокарта подешевела примерно на 2000 рублей. Такие заглушки нужны только в том случае, если ваша видеокарта небольшая. Такие экранчики отправляют из Китая, те, что из России, стоят в 2 раза дороже. Такой вот недемократичный ценник получается у нас. Целых 100 тысяч рублей. А если еще добавить планку оперативной памяти, будет вообще 115, а комплекты еще дороже. Хотите другой накопитель на 1 терабайт? Тогда это 122-125 тысяч рублей. А может и видюху поменяем? Да не вопрос. Только блок поменять надо, ватт на 750 хотя бы поставить. Карту можно взять 5070. Мощная и относительно недорогая. Относительно. Уже набежало примерно 145-150 тысяч рублей. Дорого, но мощно. У меня на сегодня все. Оставляй свой царский лайк, ну или королевский, какой у тебя там. Пиши в комментариях, как ты соберешь все это в 2 раза дешевле в коробке из-под обуви. Ну и конечно же подписывайся на мой канал. Прощаться не будем. Скоро увидимся.